февраль. Чем же для нас, игроков eFootball, примечателен данный месяц? А примечателен он тем фактом, что уже несколько лет подряд именно в этом месяце в eFootball проходит соответствующая бразильская карнавальная кампания. И, судя по всему, нынешний год также не станет исключением. Вполне возможно, что после лунного Нового года как раз таки и начнется карнавальная кампания. Ну или чуть позже, в зависимости от того, когда именно вы увидите этот ролик. Как бы то ни было, сегодня предлагаю поговорить об этой кампании поподробнее, что она может собой привнести и что она из себя представляла в предыдущих нескольких частях. Устраивайтесь поудобнее, не забывайте поддерживать это видео своей активностью, ну а мы начинаем. Если вы продолжаете играть в eFootball на консоли, то наверняка знаете, как бывает тяжело в лишний раз пополнить счет своего аккаунта, чтобы выкрутить желаемых игроков. Поэтому позвольте представить вам сервис KupiKod, где вы сможете пополнить свой аккаунт PSN быстро и, что самое главное, выгодно. Ведь данный сервис присутствует на рынке уже несколько лет, и за все это время через него пополняли различные сервисы и покупали игры более 20 миллионов раз. А посему, помимо пополнения, вы также сможете приобрести подписку на PlayStation Plus. Выбирайте именно то, что вам нужно, вводите мой промокод, который дает скидку в 2%, и выбирайте удобный способ оплаты. И если при использовании сервиса у вас возникнут какие-то вопросы или даже проблемы, то поддержка, которая работает 24/7, с радостью поможет вам в самые кратчайшие сроки. Пополнение, приобретение подписки и многое другое ожидает вас на KupiKod. Ссылка в описании и в закрепленном комментарии. Итак, как я успел упомянуть еще в самом начале, бразильская карнавальная кампания по сути проходит в eFootball уже несколько лет. И проходит она в одно и то же время. Как правило, это конец января, начало февраля. И привносит контент, который связан с игроками бразильской сборной. Таким образом, в прошлом году в рамках этой кампании нам раздавали бесплатные карточки игроков сборной Бразилии. На самом деле далеко не самые сильные карточки, но возможно чьи-то составы они тогда все же усилили. Также вместе с этими бесплатными карточками нам также подвезли один из неплохих, на самом деле, донатных паков, также с бразильскими игроками. В частности, тогда появилась карточка Неймара, образца 2016 года за сборную Бразилии, когда он выступал на Олимпийских играх. Это, по-моему, очередная версия Ромарио, появившаяся тогда с бустом, и, если я не ошибаюсь, то вместе с ним появился Денилсон, так сказать, в семье не без урода, что называется, но даже несмотря на его присутствие, тем не менее, пак, в принципе, выглядел очень даже интересно. В то время как в позапрошлом году бесплатная раздача была куда более привлекательная и куда более щедрая со стороны Konami. Ведь они раздавали как минимум одну бесплатную крутку, по-моему, ею и все дело и ограничилось, на пак из легендарных карточек, в которых присутствовали Кафу, по-моему, Роберто Карлос, тот же самый Ромарио, Рональдиньо. Правда, карточки тогда были, ну, скажем так, не метовые, а именно что легендарные, которых вы сейчас в игре, ну, наверное, не встретите, если только они не попадутся вам в составах у соперников, но в игре по сути они больше не фигурируют. И тогда всех этих игроков раздавали каждому пользователю за участие и в целом вход в игру. Конечно, опять же, далеко не всех футболистов, только одного из них, но тем не менее. Я вот, например, таким вот образом забрал себе Ромарио в свое время на консольный аккаунт. И жалко, что в прошлом году не было чего-то похожего. А поэтому карнавальную кампанию можно характеризовать не как долгосрочную, то есть это не кампания, которая растягивает контент на несколько недель, а того и на целый месяц, а скорее как краткосрочная кампания, где такой, знаете, самый интересный и наиболее заметный контент, он раздается и появляется, по сути, в начале этой кампании, в то время как середина и остаток кампании это просто добивание каких-нибудь ивентов с зарабатыванием соответствующей валюты и прочих поинтов. И учитывая всю историю с Неймаром, который не так давно вернулся в родной Сантос после, по-моему, 13 лет отсутствия, в целом как в бразильском чемпионате, так и в самой команде соответственно, имеет место быть, что, возможно, эта кампания также будет затрагивать и этот самый переход. Но, с другой стороны, наверное, также на бесплатную карточку рассчитывать не приходится, учитывая, что того же самого бесплатного Неймара нам, по сути, раздали в рамках кампании с капитаном Цубасой. И упускать две похожих карточки, которые по скиллам, ну, не сильно будут друг от друга отличаться, точно так же, как и по возрасту, и по модельке, ну, наверное, особого смысла не имеет. Только если для условного коллекционирования с отличающимся дизайном, но не более того. Когда же стоит ожидать данную кампанию, это вопрос достаточно
достаточно интересны, поскольку у игроков есть несколько вариантов развития событий. В частности, по мнению некоторых, данная кампания может стартовать сразу же после завершения лунного Нового года, который, кстати, заканчивается уже в четверг, а именно завтра. Но возможен и другой вариант развития событий, а именно старт карнавальной кампании с обновлением до версии 4.3.0, о котором Konami также не так давно обмолвились. И это обновление запланировано на конец месяца, что не совсем характерно для данной кампании, потому что, как я упоминал в начале ролика, в предыдущих частях эта кампания стартовала именно в начале февраля, а не в конце. Ко второму варианту склоняется уже Ренан Гальвани, о чем он сообщает в своем твиттер-аккаунте, и доверять ли этой информации или же нет, это уже на откуп вам, дорогие друзья. Но также он отмечает, что со стартом этой кампании Konami планирует провести и отдельное мероприятие, связанное вот с карнавалом в eFootball, как это было в прошлом году, когда один из амбассадоров игры представлял игру на отдельном стенде, о чем-то там рассказывал, и в целом, ну, по сути, была этакая демонстрация его игровой карточки в eFootball. И по словам блогера, нечто похожее стоит ожидать и в этом году. Правда, когда именно это произойдет, ближе к концу февраля, вместе с обновлением на версии 4.3.0, или же чуть раньше, тут сказать на самом деле трудно. И вне зависимости от того, когда именно стартует эта кампания, будь то уже завтра или через какое-то время, в любом случае мы будем освещать ее в своих соцсетях и также на этом канале, поэтому обязательно подписывайтесь, если еще не подписаны. У меня же на сегодня все. Всех благодарю за ваше внимание и активность, проявленную под этим роликом. Всем удачи в игре и услышимся в следующих видео. Всем пока!